Друзья, привет вам из солнечного Алтая. Ну вы дали вчера, конечно, жару. Ух, это было что-то с чем-то. Это я про вчерашний ролик. Не про первый, про, про разбор песни «Война и мир», а про второй, про волшебную пилюлю для Баскова. Ну что, ребят, получился на самом деле очень интересный эксперимент. Небольшой, но при этом очень интересный. И он такой срез показал очень интересный, с которым я хочу сейчас с вами поделиться, скажем так, разобрать собственный ролик. Ну, чтобы вы понимали, я вчера свой ролик назвал немножечко по-другому, не как обычно я называю свои ролики. Ну, скажем так, если бы я его назвал, как я его обычно называю, то, скорее всего, он бы звучал примерно так. Димаш учит нас, как на негатив отвечать любовью. Что-то типа такого. И я думаю, что его посмотрело бы к этому времени, ну, наверное, человек 500. Ну вот, скажем так, вчерашний ролик, вторая часть разбора «Война и мир», где я считаю, мы с вами обсуждали, ну, просто сакральные знания. Те знания, которые на самом деле от нас еще скрывают, потому что многие к ним не готовы. И это на самом деле знания, которые... Это закон Вселенной. Вот то, о чем мы с вами говорили вчера во второй части разбора песни «Война и мир», это закон Вселенной, ребят, главный закон. Когда вы его прочувствуете, когда вы его поймете, у вас не останется больше вопросов. Вы будете понимать все, что происходит в этом мире, совершенно точно, и будете знать ответы на все. И будете знать, как надо действовать. И его посмотрело, ну вот от силы, может быть, человек 700. Хотя вчера он вышел на несколько часов раньше. Ролик про Баскова, ну, на самом деле он не про Баскова, это ролик-то про Димаша. К этому моменту посмотрело уже около 23 тысяч человек. Ну, вот вам и ответ на вопрос, что те песни, ну, про песни сейчас скажу, то есть те темы, которые мы с вами обсуждаем на моем канале, которые очень важны, и мы действительно затрагиваем глубинные такие темы, говорим про человечество, про нравственность, про духовное развитие, про спасение человечества, в конце концов. Их смотрят, ну вот от силы 2-3%. Вы, мои подписчики. Потому что соотношение примерно такое. И я вчера, на самом деле, проводя этот эксперимент, ну если говорить... тематикой Димаша, я вчера спел попсовую песню. То есть я свой смысл, свой посыл, который я хотел в этом ролике донести до своих слушателей, я его немножечко спрятал за ширму. Причем ширма-то тоже на самом деле совершенно безобидная. То есть, опять же, мы все видим под призмой своего взгляда, под призмой своих каких-то шаблонов. Ну что значит волшебная таблетка для Баскова? Да для меня любовь это и есть волшебная таблетка, которая лечит. И то, как мы привыкли реагировать на критику, как мы привыкли реагировать на какие-то подколкости, на какой-то негатив, мы отвечаем негативом. И мы никому от этого лучше-то не делаем. То есть не то, что входит в нас, оскверняет нас, а то, что выходит. То есть человек бросил негатив в пространство, мы ему ответили своим негативом в пространство. Что мы сделали? Мы сделали этот мир еще немножечко хуже, чем он есть. Потому что эта энергия, она никуда не девается. И то, какие комментарии... Ну, во-первых, я приятно удивлен, что все-таки больше 98% поддержки этого ролика, но на самом деле там часть лайков, которые я не могу записать на свой архив по определенным причинам, я вам сейчас объясню. То есть аудитория разделилась на несколько таких прям четких слоев. Первый слой — это радикально негативный, который просто мне... Ну, их очень мало, которые просто мне писали в личку: удали немедленно это видео, и про нас думают, что мы секта, и все прочее, и прочее. Да это там желтая, там, значит, бурвальная пресса, или там ты пиаришься на других, ну, то есть вот на которые я просто не обращаю внимания. Это на самом деле прям единица из общего числа. Вторая, очень большой пласт, это
люди, которые критикуют. То есть, причем эти критики, которые осуждают, они разделились на два лагеря. То есть, одни осуждают Баскова за его неуместную шутку, а про воспитание, про нравственность мы еще поговорим. Но это не первично в этом ролике. Понятно, что Басков пошутил неудачно. И вообще мы на самом деле, европейская культура очень сильно потеряла то, что сохранили на Востоке. Ребята, вот я знаю, что меня смотрит много мусульман. Как я вам, ребята, завидую в этом плане. Насколько у вас сохранены вот эти традиции уважения к старшим. А ведь Басков на самом деле годится в сыновья Крутому. У них разница в 23 года. Но как можно публично на миллионную аудиторию так шутить про человека, который тебя старше, который годится? Но опять же, мы сейчас говорим про осуждение. Но это на самом деле не осуждение, а это вопрос второй. Вопрос воспитания и что нам несут с телевизора. И наши дети это будут смотреть, и они будут брать с этого пример. И вот осуждающие разделились на два лагеря. Кто-то осуждает, Баскова, кто-то осуждает меня, что я, там полез в шоу-бизнес, и многие мои друзья, немногие на самом деле, пару человек написали: Андрей, я что-то, встревожен, зачем ты полез в шоу-бизнес? Да не полез я в шоу-бизнес, ребят. Вы не поняли мой посыл, который лишь слегка замаскирован был. Внешней оболочкой он был замаскирован. И была такая категория, которая говорила: ну это же шоу-бизнес, ну что вы с них, они так шутят, они вот такие, Вы понимаете, что насколько нас уже с вами зазомбировали? Мы принимаем уже этот шаблон, который нам идет с телевизора. Ну да, мы все объясняем, это шоу-бизнес, поэтому можно гнать нам вот эту чернуху, поэтому можно гнать нам низковибрационный этот посыл, эту похабщину порой вообще буквальную, вот эти вот шутки некультурные, которые, может быть, они в своем узком кругу могут так шутить, но ты же задумайся, что ты же шутишь на миллионную аудиторию. Тебя смотрят миллионы, дети, подростки. Тебя смотрят пожилые люди, которые тоже неприятно слышать, когда к старшим такое уважение. Понятно, что и Димаш, и Игорь Крутой очень благородно поступили. И вот на этом я делаю акцент. И я делаю акцент на том, что Димаш нам дал очередной урок, как мы должны поступать. Потому что это урок, в первую очередь, для меня самого. Я ведь тоже осудил его, потому что у меня был прямой эфир. И я сказал, что, это очень некрасиво, это зависть, это ревность в нем говорит. Но Димаш-то выше всех нас. И понимаете, когда появляется такой яркий свет, сразу видно, где тень. Когда появляется вот такой огонек в нашей жизни, мы настолько привыкли в этой серости жить, что уже перестали это замечать. Мы уже, это шоу-бизнес, что с них возьмешь? И тем не менее мы это хаваем, на этих вибрациях живем. Нам этот шаблон уже навязали. Но и при этом достаточно большое количество людей, такой большой пласт, которые до конца поняли мой посыл, которые поняли, что действительно я хотел сказать. Что насколько это важно из себя выпускать любовь в этот мир, даже порой в адрес злого человека. Именно вот это его будет лечить, а не то, что мы его осудим, или не то, что мы его как-то пожурим. Именно любовь, то, что делает Димаш. И здесь я должен отметить моего друга, подписчика Ибрая. Да вы все мои друзья, на самом деле, кто со мной уже давно на этом канале. Как давно? 1,5 месяца. И этот канал-то возник благодаря вам, на самом деле. И Ибрай единственный, кто разгадал мой замысел, кто, во-первых, понял точно, что я хочу донести. И он сказал, что Андрей на самом деле показывает разницу, что когда мы с вами разговариваем на серьезные песни, опять же, когда мы с вами поем эти серьезные песни, заумные, серьезные, сложные, они мало кому нужны. Они нужны 2-3% населения. А когда чуть-чуть оберточку поменяешь, когда споешь эту попсу, но при этом заложишь в нее нужный смысл, то тогда аудитория, конечно, становится намного больше. И это говорит лишь о том, что пока, ребята, в нашем мире людей, у которых ясное сознание, а это был такой тест на ясность сознания, на самом деле, вот этот вот ролик мой, говорит о том, что нам с вами еще предстоит очень много работы. И когда к вам кто-то там шепчет и говорит: все, мы зашли в золотой век, темные сущности убрали с этой планеты, чуть ли не завтра наступит рай. Ребята, не расслабляйте
хотел, хотел сейчас пошутить про расслабленность и хлебобулочные изделия, но мы же культурное общество, правильно, не буду. Поэтому, ребята, вы же открывайте глаза, вы смотрите, еще много-много предстоит работы, еще людям очень много надо над собой поработать над своим сознанием, и оно настолько у многих затуманено, и люди питаются низкими вибрациями, ищут вот эту вот бульварную прессу, где кто что про кого сказал, где кого осудить. Но ролик-то не об этом был, ребят. Ролик был о Димаше, насколько он светлый и насколько у него великая душа. Так что спасибо, что меня выслушали. Я надеюсь, что сейчас вы пересмотрите этот ролик, выкиньте из головы все мысли, все шаблоны, еще раз пересмотрите, и тогда вы меня точно поймете. Все, всех обнял, всем пока-пока.